Хотите сегодня узнать, как тихо сойти с ума? Так, чтобы окружающие первыми заметили, а вы последними. Очень просто сейчас расскажу. Берите обычную жизнь, немного стресса, ложку перфекционизма, щепотку вины и м, побольше желания быть удобным всем подряд. Перемешивайте. И вот классическое эмоциональное выгорание. Тревожное расстройство или легкое безумие, замаскированное под «я просто устал». Меня зовут Ирина Савонова, я врач-психиатр и психотерапевт, кандидат медицинских наук. Опыт работы включает деятельность научную более 20 лет, точнее 25 лет. Я работала на кафедре медицинской академии, работала в больнице, в частных клиниках, онлайн. Опыт мой огромен. Ну, давайте дальше по порядку на сегодняшнюю тему. Если вы все-таки решили тихо сойти с ума, не передумали, я не осуждаю, просто давайте делать все по инструкции. М, Ну, я думаю, вы понимаете, что а, это намеренно шуточный формат сегодняшнего видео, то есть делать нужно совершенно наоборот. Вот, но давайте по порядку. Итак, первый шаг. Игнорируйте себя. Если чувствуете усталость, значит мало стараетесь. Если плакать хочется, значит вы слабак. Продолжайте улыбаться всем подряд и говорите всем «у меня все отлично». Так вы уверенно двигаетесь в сторону внутреннего обрыва, поддерживаете и усиливаете расщепление, то, что нужно для результата. Шаг второй. Никогда не отдыхайте. Отдых– это для слабаков и для бездельников. Настоящие герои, они живут в режиме еще сильнее, еще дальше, еще больше, еще быстрее, еще чуть-чуть, и все будет хорошо. Вот в теме тихо сойти с ума. Ну, потому что еще чуть-чуть растягивается на годы, а тело и психика постепенно разрушается. И в какой-то момент говорит, все, мы выдохлись. Шаг третий. Не говорите о чувствах. Ни с кем. Никогда. Пусть все копится. Как старая почта в почтовом ящике. И постарайтесь не удивляться, если тревога растет и даже зашкаливает. И ночью мозг не отдыхает, не отключается и пересматривает все ошибки, начиная с 2000 года. Шаг четвертый. Сравнивайте себя с другими. Особенно с теми, у кого жизнь будто с обложки. Ничто не разрушает психику так, как постоянное чувство несоответствия. Шаг пятый. Никогда не обращайтесь за помощью. Вы же сильный, вы же справитесь. И если придет такая мысль, что это не бесчувственность, повод сказать мне плохо, забудьте эту правильную мысль. И если после соблюдения всех этих шагов вы пойдете к экстрасенсу, гадалке и еще к подобным специалистам, то считайте, вы мощно достигли целей. И дальше остается лишь наслаждаться результатом. А теперь серьезно. Когда все это начинает происходить, важно понимать, к кому идти и кто вообще эти люди, помогающие профессии, помогающие держаться на плаву, когда вы проходите сложный период кризиса по тем или иным причинам, в том или ином контексте. И кто эти люди, которые даже помогают стать счастливыми, по-своему счастливыми. Итак, давайте поговорим, кто такой психолог. Но сначала просто психолог. Психолог– это специалист, который помогает разобраться в мыслях, чувствах, поведении, разобрать все по полочке, так сказать, на линеечке. Он не выписывает лекарства, зато может помочь научить вас понимать себя, справиться с тревогой, выгоранием, сложными отношениями.
Если он занимается психотерапией, значит, прошел обучение методам работы с психикой и умеет не просто слушать, а сопровождать процесс изменений. Клинический психолог– это уже человек, стоящий одной ногой в медицине. Он помогает врачу проводить тесты. Как правило, он владеет, так сказать, батареей различных тестов на интеллект, что называется оценка когнитивных функций, память, внимание, мышление, вот и на интеллект, IQ. Его заключение часто становится подспорьем к тому диагнозу или экспертному решению, который выставляет врач или комиссия врачей. Ну, потому что без него психиатрии как будто не хватает некой объективности, и он это дает. Психотерапевт– это врач-психиатр, который прошел переобучение. Такой специалист может работать с психикой пациента психологическими методами, назначать лечение, также наблюдать динамику состояний клиента, пациента, решать социальные вопросы. Это как психиатр, только лучше. Ну, это шутка. Иногда психотерапевт– это еще и нарколог с тем же базовым медицинским образованием, и тот же психиатр по специализации, и дальше это его еще одна следующая специализация. Итак, допустим, психиатр может быть и психотерапевтом, и наркологом, да, и психотерапевтом, который специализируется в наркологии, или психотерапевтом-психиатром, который специализируется в области пограничной психиатрии, или даже психотерапевт-психиатр, который специализируется в области большой психиатрии, да, и тогда он работает с дефектом, с дефицитами, но тоже очень м, важным аспектом медицины. Итак, что я могу сказать в заключении этого видео? А, Ну, вот все, что про психическое, это не про нормальные или ненормальные, а про то, как мы справляемся с жизнью, как мы справляемся со стрессом, как мы справляемся с самим собой, потому что мы меняемся в этой жизни, наши обстоятельства жизни меняются, мы переезжаем, мы эмигрируем, мы выходим замуж, женимся, мы разводимся, мы снова выходим замуж, женимся, у нас рождаются дети, мы взрослеем, мы меняемся в возрасте, так сказать, меняется мир вокруг нас. Это вот настолько всего очень много. И, ну, согласитесь, это не про нормальное или ненормальное. И главное понять, что просить о помощи, искать помощь, ориентироваться в этом вопросе и идти в правильном направлении, к правильному, нужному, ну не то, что правильному, нужному, а вот к тому специалисту, к которому целесообразно, разумно идти. Это мудрость, это признак зрелости, а не слабости. Потому что хочу быть живым, а не просто функционировать. Это мудрое и зрелое решение. И тогда сойти с ума уже просто не получится. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, вопросы на повторяющиеся вопросы. Отвечу в следующем видео. Или выберу на свой разумный вкус а, тему из ваших комментариев и буду освещать ее в следующих своих видео. Пока.